Канал Валерия Табакова представляет. Кто убил Фарион? Странная гильза, что всплыло на суде 26 февраля 2025 года. Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Как вы знаете, 26 февраля, то есть вчера, 2025 года, в 11 часов началось судебное заседание в Шевченковском суде Львова по рассмотрению по сути дела об убийстве Ирины Фарион. Как и предупреждал председательствующий, прямая трансляция была прервана перед началом исследования доказательств. О самих доказательствах мы еще поговорим. Но перед этим адвокат Немировский успел заявить ходатайство о присоединении к материалам дела документов, полученных из реестра судебных экспертов, относительно эксперта, выполнившего портретную экспертизу человека в панамке и очках на лавке во дворе дома по улице Масарика, 3 в городе Львов по фамилии Долженицы. Документы свидетельствуют о том, что эксперта Долженицу несколько раз лишали квалификации эксперта и за неправильное и недобросовестное проведение портретной экспертизы 25 января 2025 года привлекли к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. Зачем? Зачем Немировский присоединял эти документы? Затем, чтобы суд имел основание усомниться в добросовестности эксперта и объективности проведенной им портретной экспертизы. Как вы знаете, эта портретная экспертиза устанавливает идентичность человека в панамке и очках и Вячеслава Зинченко. И эту экспертизу ставит под сомнение защита. Затем трансляция была прервана, и началось исследование доказательств, чего мы с вами не увидели в полном объеме. Но, друзья, все же кое-какая информация была выложена в ТикТок, и благодаря этому я получил кое-какую информацию о том, как происходило исследование доказательств в суде 26 февраля. В частности, я получил возможность услышать то, как прокурор Петлеваный описывал размеры лавки, находящейся во дворе на Масарика, 3. И, как оказалось, лавка имеет высоту 42 сантиметра. Что дает эта информация? Зная высоту лавки, можно провести эксперимент. Для этого стоит посадить обвиняемого Зинченко на стул высотой 42 сантиметра, попросить его закинуть ногу на ногу и попытаться убедиться в том, что ноги Зинченко, сидящего на стуле такой высоты, находятся под тем же углом, что и ноги человека в панамке и очках, зафиксированного на всем известном фото. Если рост Зинченко и рост человека в панамке и очках значительно отличаются, а именно так об этом говорят свидетели, 170 против 185 сантиметров, то положение ног Зинченко, сидящего на стуле высотой 42 сантиметра, будет значительно отличаться от положения ног человека в панамке и очках, сидящего на лавке той же высоты. Будет ли суд проводить такой эксперимент? Если честно, не знаю. Если адвокаты или сам Зинченко заявят ходатайство, то почему бы и нет? Но пока адвокаты никак не использовали информацию о высоте лавки. Но пойдем дальше. Второе доказательство, которое мне удалось увидеть,
это фото гильзы, найденной при осмотре места преступления. Как мы видим, гильза достаточно старая, без свежих следов царапин и с вмятиной в верхней части. Предположить, что это гильза от патрона, пуля из которого убила Фарион, трудно. Если бы это было так, то на гильзе были бы свежие царапины, полученные при выталкивании гильзы из патронника. Царапин нет. Далее. Прокурор в обвинительном акте сообщал, что оружие, из которого была убита Фарион, это пистолет Макарова с патронами калибра 9 на 18 мм. Но, друзья, неужели ни прокурор, ни следователи не держали в руках настоящий пистолет Макарова? Неужели они не видели патроны, которыми стреляют из такого пистолета? Если фото гильзы, найденной на месте преступления, не имеет искажений по какой-либо из осей, то есть если оно масштабно соответствует той гильзе, которая присоединена к материалам дела в качестве вещественного доказательства, то тогда можно обоснованно утверждать, что это найденная на месте преступления гильза никакого отношения к пистолету Макарова не имеет. Гильза патрона для пистолета Макарова не может иметь такую длину, какую имеет изображенная на фото гильза. Гильза патрона для пистолета Макарова как минимум в 2 раза короче. И это знает каждый, кто хоть раз держал такой пистолет в руках и стрелял из него. Поэтому, увидев фото гильзы, я, друзья, берусь утверждать, что это никакая не гильза от патрона для пистолета Макарова, а по всей вероятности гильза от автомата или винтовки. А это значит, что никакого отношения эта гильза к убийству Фарион не имеет. Мало ли, что валяется на земле во дворе по адресу Масарика 3. Вот такие вот новости. И это, друзья, пока все, что мне удалось добыть из того, что исследовалось в качестве доказательств в судебном заседании 26 февраля 2025 года по делу об убийстве Фарион, прямая трансляция которого не велась. Если у меня будет еще хоть какая-нибудь информация о том, что еще исследовал суд в этом заседании, то я, друзья, обязательно вам об этом сообщу. И, конечно же, выложу об этом видео. А пока, друзья, лайкайте это видео, комментируйте и распространяйте его, по возможности донатьте. С вами был юрист Валерий Табаков. Следующее заседание суда по делу об убийстве Фарион 10 марта в 10:30. До новых встреч!